Здравствуйте. Это все тот же день, только другое место. Съехали чуть-чуть с трассы. Здесь уже так тихо-тихо. Оливковые сады. Теперь оливковые. Туда куда-то дорожка ведет. Ну, наверное, кто собирается в садах, ездит туда. Куда-то сюда нам вверх надо. Смотрите, приехали в дикую природу. Привет, черепаха. Падал, наверное, с камней. Эй, привет! Ну ты чё? Она дергается там внутри, его напугали. Все-таки, мне кажется, тут море было когда-то. Ну, далеко оттуда. Той дороги не было, здесь были дороги основные. Ой, как тут красиво. Смотрите, какая пальма. Никто ее не стрижет, бедную. Она вся обросла. Причем она не скидывает это почему-то. Знаете, какая. Красивая красавица. Платьишки. Смотрите, какие красоты. Стена древняя. Вон там улей. Ульи. Пасеки. Внизу. Смотрите. Как будто их специально тут сажали. Между в ложбинках. Лимонный сад. Такой. Когда-нибудь такое видели? Я нет. А вот тут поливают, шланг лежит. Надеюсь, тут не автополив. Смотрите. Вот прям между древнеримскими домами посадили лимонный сад. Может, сам вырос. Смотрите, там люди ходят. Вот какие. И вон плиточка, это типа мозаики над входом. Да? Вон. Такое ощущение, что его специально посадили, прям между домиков. Как елка какая-то нарядная. Да, там типа мозаика. Выложено. Представляете, какая цивилизация разрушилась когда-то. Дикие лимончики там рабочие. Сад убирает. Лаврушка, пожалуйста, вам. Тут можно, кстати, прожить на маленькие деньги. Все под ногами. Лимоны, апельсины, оливки. Приехал, чуток набрал и пошел. Огромный сад и весь на развалинах. Ну, в смысле, на древностях. Смотрите, как. А наверху непонятно. Такое ощущение, что недостроенный жилой комплекс. Может, деньги кончились. Но там жить, наверное, вообще тосвит. Кактусы огромные, как в Мексике. Какая-то бузина или что это тут растет. А это что за дерево, интересно? Мне так... И вот, представляете, идешь, и тут древнегреческие или древнеримские колонны стоят. Ну вот мы вскарабкались. Здесь прям завал из колонн, я бы сказала. Потому что здесь был, видимо, да, храм какой-то, какого-нибудь бога. Вот такое осталось. Представляете, как они падали и разрушались? Мне кажется, это бомбежка. Ну или море их смыло, потому что
Смотрите, какой вид. А? Класс. Полумесяц еще виден. Вон, огромнейшие плиты, огромный храм был. Но это вручную. Пусть они рассказывают сказки дедушки. Чтобы вот это все отпилить, водрузить на верхоту. Лебедки, ну, блин, это, я не знаю, один камень полдня поднимать, а то и день. Здесь уже деревья прорастают, кусты, и они тоже еще дальше разрушают камни, я так думаю. Ну, посмотрите, какие. О-о-о-о. Видосы какие! А? Там город. Город. Верхний район Мерсина-Аяш. Ой, а если видно, я не знаю, видно вам? Туда вдаль, смотрите, в самую даль. Не знаю, как бы вам подснять. Если приглядеться, там Мерсин. Вот оттуда мы приехали сюда. Совсем недалеко. Такая, видите, еще заток. Мы туда тоже сходим. Класс. Вечно смотреть можно. Того, какие пикники. Рассказывайте. Таких у вас точно не было. Здесь, смотрите, есть фрагменты древней мозаики, и они ее заботливо прикрывают тряпочкой. Ну, потому что, чтобы не разрушить. Вон, видите? Там какой-то, наверное, есть рисунок. Это, я надеюсь, в планах у государств все-таки прислать сюда археологов, чтобы они восстанавливали немножечко всю эту древность. Все-таки охраняет и защищает. А вот стоят тоже. Ну, а-ля неухоженные, но они со своим шармом. Может, им хорошо в таком состоянии. Это просто для людей режут. В болотце в таком. А сейчас мы пройдем, смотрите. Сюда. Ой, ну колонны, конечно, как жалко, что все завалились. Но тут есть, смотрите, фрагмент какой. А? Это верхушка колонны сохранилась все-таки. Лепнина древняя. Мне надо за нее подержаться. Все мы из прошлого. 2000 лет камням. Обалдеть, даже в уме не укладывается. Так, слезаем вниз немножечко. Смотрим, сейчас засниму,
что это такое, с полным текстом. Потом переведем. Знаешь, оливковая роща какая. Автополив сейчас как включится, и нам не будет жарко. Смотрите, какой садик приятный. Оливковый. У подножья. У подножья древнеримского. Ступеньки обрушенные. Вот как думаете, почему они такие высоченные ступени? Шаг-то какой должен быть? Они же не были высокими людьми. Тут тоже провалы такие вот. Там тоже коридоры какие-то подземные ведут. Вон, видите? Туда. Вот здесь, посреди комплекса храмового. Поколение апельсинов. Лимончики. Лимончики. Зацветает. Мандаринчики. Мандарин? Да. Вот он. Да Мандарин. мне кажется, лимоны. Весь сад это лимон. лимон такой. Это лимон. Он просто такие. Да, приплюснутый лимончик. Ой, побывали в храме, позавтракали, обедали. Вон там гробница сохранилась. Тоже еще. Смотрите, какая красота. Ну, там вот просто какая-то стена. Не похоже, что это мост был вдалеке. Смотрите, какие скалы, горы. Там акведук. Вот. Пойдем дальше. Приехали на очередную локацию, которую мы видели издалека. Здесь русло вот этой речки, которая там еще была. А здесь уже, видите, она как каменная речка. Воды нет. Но дожди, мне кажется, здесь все равно размывали. Смотрите. Это акведук. Это старые остатки. Наверное, тогда же он и был разрушен, да? Когда... А может, он более современный. Непонятно. Вряд ли тут написано где-то. Смотрите, как. Я снимаю и улыбаюсь все время. Мощь. Дорога здесь проходила поверху, да? Пересекали эту глубокую. Но он, мне кажется, осыпался здесь еще. Рак был больше, скорее всего. Снова здравствуйте. Очередные красоты уже мы преодолели. Ну, на другую сторону переехали. Здесь древний город сам, который был здесь. Там вот замок был отдельно, амфитеатр, бани был. А здесь должен быть вроде как жилые дома здесь были. Видите, как они высоко, собственно, над уровнем моря были. Так вот. Очередная древность. Вон он на той стороне театр, в котором мы были в предыдущих видео. Залезли высоко. Куда идти-то? Я не знаю, правильно я лезу или нет. Это тоже те же древности, разрушенные землетрясением в 7 веке. Ползем по камням, чтобы снять вот это с высоты полуптичьего полета.
Римская площадь. Наверное, здесь вершили судьбы чьи-то когда-то. Давным-давно. Ух, далеко-то как город-то идет. Да? Вот здесь, в городе. Кстати, рядом от центральной площади, наверное, какое-нибудь водохранилище было. Ну, в смысле, там колодцы какие-нибудь были, потому что там вот опять же узкие эти вот как будто бы проточные каналы. Как сказать-то? Система древней канализации, может быть. Вот говорят, тут начали приводить в порядок все. Чищать, собирать камни, чтобы все-таки сделать какой-нибудь музейный мемориал, чтобы люди приходили, правильно, и зарабатывать на билетах. Да, конечно, бесплатно сейчас ходим, но все равно. А там вдали, все это вот так вот он идет, этот город вдоль. Думала ли я когда-нибудь, что я здесь вообще очучусь когда-нибудь, прикоснусь к этой древности, увижу эти виды. Это же сказка. Вот здесь самый верх этой горочки, на которой стоял город. И тоже он весь разрушился. Почти весь. Видите? Остались такие. Тут ограждено, видимо, потому что, чтобы люди не свалились. А может быть, раскопки ведут. Вон. Это все были дома, я думаю. Похоже, по крайней мере.